Привет! Вы на канале Мари Россо. И это вторая часть видео, в котором мы делаем брошь колибри. В первом видео я уже поделилась своими мыслями о процессе вышивки и показала, как делаю переход цвета на крыльях. Кто не видел, ссылка в описании. Дальше перехожу к животику колибри. Буду использовать серебристые граненые пайетки. И из микса пайеток хамелеон выбираю несколько штучек голубого оттенка и розового. Думаю, они придадут интересный перелив цвета. Хоть и в первой брошке колибри таких я не использовала, ограничилась только серебристыми. Вывожу леску на животик колибри и набираю серебристую пайетку. При такой форме пайеток важно правильно нанизывать их в начале. Внимательно присмотритесь на видео. Я нанизываю пайетку с обратной стороны, то есть лицевой частью вниз. Затем сразу же маленькую, с голубым отливом. Протягиваем. И в таком случае пайетки ложатся правильно. Делаю стежок вниз сразу же под пайетками. Следующее будем делать точно так же, спускаясь вниз. Выходим иголкой на 2 мм ниже и нанизываем снова 2 пайетки. Я решила чередовать маленькие. Голубая, розовая, голубая, розовая. Выкладываем пайетки немного внахлёст и пришиваем. От того, как близко или наоборот далеко мы будем выходить иголкой, и будет зависеть интенсивность того, как ложатся пайетки друг на дружку. Спускаемся вниз. Первый ряд готов. Переходим на второй. Здесь я пришила 4 пайетки. И уже в конце увидела, что нужно добавить еще одну вверху, чтобы животик ложился плавным полукругом. Следующим пришивать буду глаз. На первой брошке это была простая черная бусинка диаметром 6 мм. А на этой для 3D эффекта я нанизываю сначала черную пайетку конус, а затем черную бусину диаметром 4 мм. После бусинки иголкой возвращаюсь через центр пайетки. Внимание на видео. Мерцание пайетки придает более глубокий взгляд. Светло-бежевым бисером буду оттенять шею колибри. Навожу подсказку карандашом. Вывожу леску и начинаю пришивать бежевую рубку, чередуя с круглым бисером. У меня вышло 3 ряда. Перехожу на голову. Вышиваю также линиями.
Тут спинку тоже лучше сразу начертить, чтобы случайно не вышить все одним цветом. Продолжаем делать переход цвета на голове птички. Ближе к клювику я вышивала нежно-голубым, плавно переходя к темно-синему. Делаю это, как и ранее, интуитивно, просто чередуя бисер разного цвета и фактуры. Сначала прохожусь по верхнему контуру, вставляю даже длинный стеклярус. В конце ряда пустой иголкой прохожусь по всем бисеринам. Слегка натягиваем, так бисер будет ложиться ровнее. И начинаем заполнять цветом внутри. Вот наш промежуточный результат. По нарисованной ранее линии будем впускать новый цвет. На первой броши это золотой, под цвет кристаллов, а на этой серебряный. Захотелось еще раз немножко оттенить начало крылышек от туловища птички. Чередую бисер так: одна серебряная, 2 рубки бежевые, как на шее, снова одна серебряная, 2 бежевые. Заполняю так полностью это пространство. И вот уже на этом этапе мы спокойно можем соединить одним цветом, голубым, голову с хвостиком птички. То есть вышить туловище одним оттенком. Когда я практически дошла к животику, решила добавить по одной розовой пайетке хамелеону в конце каждого ряда. Тем более пространство, которое там осталось, позволяло это сделать. И несколько пайеток как раз таки осталось. Пришиваю их и дозаполняю пустоту. Крайние бисеринки, и с вышивкой мы закончили. Закрепляем леску. Обрезаем. Как же все сверкает при малейшем попадании света. Теперь нам нужно аккуратно вырезать колибри, чтобы нигде не задеть леску.
Для клювика буду использовать стеклярус витой, его еще называют крученый. И теперь-то мне понятно, почему он постоянно выпадал из моих рук. Ну, в общем, 2 таких бисеринки буду использовать для клювика. Для первой броши мне было посчастливилось найти у себя один длинный витой стеклярус, но, увы, он был один, а в магазинах такого я не нашла. Закрепляю леску, выхожу через одну бисерину. Нанизываю 2 бисерины стекляруса и одну кругленькую серебристую в конце. И возвращаться буду только через 2 длинные. Так мы зафиксировали клювик на леске. Подтягиваем его и выводим иголку в ближайшую бисерину. В точности как на видео. Повторяем процесс уже пустой иголкой 2-3 раза, чтобы клюв держался прочнее. Теперь первый трафарет, который мы рисовали в самом начале, обводим на картонке и уменьшаем его равномерно со всех сторон на 2-3 мм. Это нам понадобится в дальнейшем для того, чтобы картонка не мешала проходить иголке, когда мы будем обрабатывать край. С помощью клея Момент Кристалл приклеиваю картонку к броши для плотности. Ну а теперь кожа. Можно использовать заменитель. Ею мы обрабатываем заднюю часть брошки. Обвожу колибри на внутренней части кожи, оставляя по краям небольшой запас. Вырезаю. Пока присматривала фурнитуру, решила обычной ниткой мулине вышить свои инициалы. Это совсем не обязательный шаг. Застежки для броши бывают разного размера. Для этой броши буду использовать поменьше. Размещаю ее на широкой части броши и приклеиваю. Даю хорошенько взяться. Прикладываю кожу, намечаю ручкой выпуклые детали застежки, чтобы прорезать маленькие отверстия, через которые мы вытащим сам механизм застежки наружу. Смотрите, как аккуратно сразу же получается. И теперь приклеиваем кожу на клей. После застывания аккуратно обрезаем по контуру излишки кожи. И завершающий шаг – обработка края. Снова будем использовать серебристый бисер. И вот здесь очень важно, чтобы бисер был одинакового размера. Закрепляя леску, я продеваю только слой фетра. С лицевой стороны, как на видео. Набираю 2 бисерины и прокалываю со стороны кожи оба слоя. Протягиваем и пустой иголкой пронизываем вторую бисерину по направлению к себе. От кожи к себе. Вот так должно получиться. Все последующие разы мы набираем только одну бисерину. Сначала пронизываем кожу и фетр, и если смотреть с лицевой стороны, то заходим в эту же бисерину снизу вверх. Повторяем. Набрали, прокололи, протягиваем и повторно заходим в нее снизу вверх. Бисеринка должна ложиться ровно, а леска выходить со середины бисерины. И вот так вот одна за одной обрабатываем край. Это один из самых простых, но очень красивых и распространенных методов обработки края. Показываю поближе. И
вот мое творение готово. Пишите свою оценку в комментариях, ну а также на какую брошь снять следующий мастер-класс. В скором мы встретимся с вами еще. Как обычно, на канале Мари Россо.